Всем привет, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале, а в этом видео делаю домашний вариант печенья савоярди. Для его приготовления мне понадобится белки от 2 яиц и также желтки от них, сахар, крахмал, мука, ванилин и соль. Белки в этом рецепте я использую холодные, так же как и желтки соответственно. Добавляю к ним щепотку соли и взбиваю до образования пены. Когда появляется легкая пена, тогда в несколько этапов добавляю сахар и взбиваю до плотных пик. Когда получилась плотная белковая масса без крупинок сахара, добавляю в нее по одному желтки и перемешиваю до однородности. Долго перемешивать не нужно, как только увидели, что желток распределился, сразу выключайте миксер. Дальше к муке пересыпаю крахмал, добавляю туда ванилин. И теперь эти сухие ингредиенты в 2 этапа добавляю белковую массу. Для перемешивания можете воспользоваться как венчиком, так и силиконовой лопаткой. Мне больше нравится перемешивать венчиком, так тесто получается каким-то более воздушным. Также долго не увлекайтесь перемешиванием. Как только замечаете, что больше не встречаются комочки муки, на этом достаточно. Духовка у меня уже разогрета до 175 градусов. И теперь готовое тесто я перекладываю в кондитерский мешок. А здесь я использую малый переходник, но если у вас его нету, просто обрежьте край пакета. Теперь я буду отсаживать печеньки на подготовленный противень. Я застелила его пергаментом, он у меня хорошего качества, силиконизированный. Также можете использовать тефлоновый коврик. Длина каждой печеньки приблизительно 11-12 сантиметров. Если вы все же будете использовать пергамент, то для своего удобства можете с обратной стороны нарисовать линии, по которым вы будете отсаживать печеньки. Так они получатся более одинаковыми по длине. Дальше печенье я дважды присыпаю сахарной пудрой и отправляю в разогретую до 175 градусов духовку на средний уровень, режим вверх-вниз. Выпекаются они у меня ровно 10 минут. По истечению 10 минут я достаю противень, переворачиваю его другой стороной, снова ставлю в духовку, но духовку теперь я выключаю и с приоткрытой дверцей оставляю печенье до полного остывания духовки. За это время печенье подсохнет и будет полностью готово к дальнейшему потреблению. В приготовлении данного печенья нету ничего сложного, готовится оно из простых продуктов. Достаточно пару раз попробовать, и вы будете делать его сами, а не покупать в магазинах. Как все уже знают, это печенье используется в знаменитом десерте тирамису, но и не только в нем, а еще в очень большом количестве десертов. Но и также это печенье само по себе очень вкусное. Что мне еще в нем нравится, что его можно испечь заранее, а затем хранить в плотном контейнере до того момента, как вам понадобится сделать что-нибудь вкусненькое. Этим рецептом я пользуюсь постоянно, поэтому и вам его советую. Сохраняйте себе, чтобы не потерять, делитесь со своими друзьями. Обязательно пробуйте испечь и пишите в комментариях, как у вас получилось. Всем пока!